Всем привет! Продолжаем серию видеоуроков на природе. Последние теплые дни мы решили выйти из бетонных стен и наносить на улице. Сейчас еще один урок по жидкому травертину. Это сухая смесь на 90%, состоящая из природного камня травертин. Нам нужна сухая смесь, вот она. То есть вот так она выглядит, вот готовая, уже вот в таком цвете. И мы будем ее разводить как шпаклевку. То есть налили воды, насыпаем туда сухую смесь и перемешиваем до удобной консистенции, как будто бы вы стены штукатурите, вот так вот, гипсовая смесь. Материал для внутренних и наружных работ, он очень прочный, он даже по сути не требует дополнительной обработки лаком, например, или еще какими-то средствами. Я предполагаю, что он выдерживает слои. Вот так, видите? И мы перемешиваем. Если вы будете делать это на фасаде, то, соответственно, емкость у вас будет больше, и месить вы будете миксером. Ой, просыпала, ё-моё. Я делаю погуще, потому что слой мне нужен будет потолще. Перемешали до удобной консистенции. Накладываем на кельму. Так как я наношу на образце, кельма у меня 200 на 80. Кельмы бывают также большие, в зависимости от объема можно использовать кельму больше размером, удобную. Вот так, прям погуще наносим. Стена должна быть оштукатуренная, загрунтованная. Оп. Не толстый. И делаем вот такую протяжку. Вот такую вот протяжку. Кельма чистая, то есть у вас была штукатурка на кельме, вы эту штукатурку убираете, прислоняете и потянули. Вот этот вот край мы немного отслоняем как бы. Вот, видите? Вот так. То есть, если вы прислоните полностью и потянете, у вас будет собираться здесь. Вот, видите как? А чтобы не собиралось, вам нужно немножко приподнять край. Вот этот край приподнять. И потянули. Вот такой вот камень травертин. На фасад идеально, я думаю, это. Слой может быть и тонкий, достаточно. Вы там регулируете под себя. Здесь слой килограмма 1,5-2 точно. Хорошо тянется, кстати. У этого материала, у жидкого травертина, есть определенное тоже свойство. То есть, когда вы сухую смесь развели, у нее есть срок. По срок высыхания, то есть, когда он застынет в ведре. Сегодня мы наносили образец, и у нас вот такой же объем высох где-то через 1,5-2 часа. То есть, в течение 1,5-2 часа он у нас не высыхал. Но тоже зависит от влажности. Достаточно влажно у нас, хоть и очень-очень жарко, но все-таки влажность высокая. Вот так. И потащили. Достаточно легко. Но на объеме, конечно, на объеме это другое дело. Рука устает. Вот так. Прислонили и тянем. Развела я много, у меня много осталось. Допустим, здесь нам нравится, а здесь не очень. Возвращаемся сюда и поправляем, как нам надо. Вот.
То есть он еще живой, его можно корректировать. Вправо-влево тоже у кого, видите как? Рука у кого, кто правша, кто левша. Ну так вот неплохо. Может быть в другую сторону. У меня, видите, не получается в правую сторону, у меня в левую. Справа налево у меня идет. Вот так добавляем вот эти фактуры. Я думаю, что мы его оставим до завтра. Он у нас будет сохнуть полностью. Завтра он высохнет, и мы с вами его доделаем, окрасим, и очень даже ничего должно получиться. Ждем полного высыхания сутки. После полного высыхания декоративной штукатурки мы хотим задать ей такое двухцветие и будем покрывать ее колерованным воском. Вот такой вот состав. То есть вот он. Воск мы используем эффектум. С помощью губки. Губку макнули. Вот так. И втираем ее в углубление. Мы в глубину фактуры втираем воск, а сверху мы потом его снимем излишки. И будет таких у нас два цвета. Глубина темнее, верх светлее. Если делать на фасаде, то можно покрывать валиком, а потом губкой просто излишки снимать. Или кельмой, допустим. Вариант: коридор, кухня, фасады. Ну и думаю, что все, потому что для гостиной это будет жестко. Для ванной комнаты это тоже будет жестко. Ну, то есть глубина фактуры слишком крупная. И наносить его лучше туда, где не надо постоянно мыть, где не копится влага. То есть ванная комната нет. Возможно, валиком легче было бы, да, покрыть. Фактурненьким таким валиком. Единственное, что когда вы валиком покрываете, расход воска будет больше. Сейчас у нас расход примерно 100 грамм на квадратный метр, а если валиком, то я думаю, что 150, а то и 200, потому что валик, он очень крупно покрывает. И в себе оставляет много. Так, можно перевернуть обратной стороной чистой и подснять излишки. А можно и кельмой подснять излишки. Сейчас попробуем. Берем кельму вот таким вот образом и снимаем излишки. Так, видим, что есть непрокрасы, прокрашиваем. Пустоты желательно не оставлять, потому что они потом пятнами смотрятся. И излишки снимаем. Вот так. Вот так. Вот так. Немножко пустоты вижу. Убираю. Ну вот и в принципе все. Я думаю, что этого достаточно. Видим результат. Такая протяжка горизонтальная. Я надеюсь, что вам понравится этот образец. И вы поставите лайк и подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны. И пишите обязательно комментарии. Всем пока, спасибо.